Друзья, снова всем приветики! Я, как всегда, очень рада видеть вас здесь, на моем канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству. Добро пожаловать! И первым делом хочу всех поздравить с наступлением весны. Ура! Весна — это вообще мое любимое время года. И несмотря на всякую слякоть, все тает, за что многие не очень любят раннюю весну. Мне не важно, я ее люблю. Сам день с каждым днем становится все длиннее, солнце все больше, и у меня как будто бы даже энергии с каждым днем становится все больше. Плюс у меня день рождения весной, поэтому я не могу ее не любить. В этом выпуске будет очень много невязального контента, а из вязального, одни сплошные лишь носки. Вот так вот получилось. Меня затянуло, утянуло. Уж простите, я просто не могла оторваться от этого моточка шопеля. Но зато и готовые носочки у меня за эту неделю имеются. Тем не менее, я надеюсь, этот выпуск будет вам интересен. Так что приглашаю вас к просмотру, заглянуть, что у меня произошло на этой неделе. Берите чаек, кофеек, то, что любит, свое вязание. И поехали! Добрый вечер, друзья! У меня вечер. Только что выложила влог номер 32. И по традиции сижу, как только выпустила свой влог, смотрю Катин влог, потому что у нас в один день, примерно в одно время выходят всегда выпуски. Смотрим мы друг друга, в общем, влоги. И сижу, вяжу свой носочек из шопеля. Продолжаю. Я снова взялась вязать пяточку от скуки. Понравилась она мне в итоге. Так, Цирь, ну ты что там делаешь? Вперед, диван. Да, я уже показывала в самом конце только что влога, который я выпустила, что я начала шопель вот такой резиночкой. Получается, у меня пяточка идет обычная, а здесь по передней части продолжается тоже резиночка. Не знаю, что из этого выйдет. Я не по какому-то мастер-классу вяжу, а просто вот из головы, примерно как, носок, по сути, это же конструктор, да? Ты каждый элемент берешь, какой тебе удобно вид пятки, мыска, там, узора или чего-то еще и вяжешь. Выкладывается просто замечательно. Нравится. Красота. Все, больше ничем не планирую сегодня заниматься, уже на самом деле поздно. Так что следующее подключение будет уже завтра при нормальном свете, и мы с вами придумаем, чем заняться. Наверное, мне нужно взяться уже за свой джемпер ажурный, разобраться со схемой и уже как-то постичь, добить этот проект. Друзья, добрый день! У меня сегодня 26 февраля. Давайте вернемся к традиции называть число в видео. А я к вам в этом подключении с распаковочкой. Предыстория. Подарочек мне сегодня пришел от моей очень старой знакомой, еще со времен, когда я рисовала компьютерные игры, мы вместе работали. И Таня всегда занималась каким-то рукоделием. Я помню, она тогда впервые меня заразила лепить из пластики, вот это Фима или Фума, не помню, как называется. И потом, когда мы уже не работали вместе в соцсетях, я всегда подмечала, что она занимается какими-то невероятными творчествами. И тут в последнее время я натыкаюсь на ее инстаграм и вижу просто какие-то невероятные свечи. Я, в принципе, свечи очень люблю, неровно дышу к ним, но у Тани это просто какого-то невероятно эстетического уровня свечи. Они так выглядят, как произведение искусства. В общем, давайте сейчас все увидите, и я подробнее об этом расскажу. В общем, в очередной раз, когда я наткнулась на Танины свечи, не удержалась и написала Тане о своих восторгах насчет ее свеч, и она мне предложила подарочек сделать. Так что у нас уже весна, к 8 марта, к моему дню рождения, подходит подарочек. Смотрите, какая коробка. Итак, я не сомневалась, что здесь будет все супер эстетично и красиво. Вот такая вот, как это называется, как сургучевая печать, да, вот такая разноцветная, очень красиво. Какая красота! Очень красивые открыточки. Я обязательно отмечу Танин магазин в описании видео, потому что то, что вы сейчас увидите, наверняка вы захотите тоже. Так, начнем вот с этого. Смотрите, какая упаковка. Что? Это сейчас вместо пупырки вот такая штучка, да, рифленая? Здорово. Я поняла, что это. Это очень оригинальная свеча. Я влюбилась, когда ее увидела. Давайте откроем, раз уж такая упаковка, как газеточка. И представляете, это сливочное масло. Боже, свеча в виде сливочного масла. Вы вообще видели такое где-нибудь? Просто прелесть.
Ой, она еще чуть-чуть пахнет приятно. Мне Таня немножко рассказала, из какого воска она делает свои свечи, и я даже не знала, что есть такие тонкости вообще в свечеварении. Она сочетает в своих свечах разные виды воска, чтобы время горения, например, продлить. Ой, какая прелесть! А, какая... Это к будущей Пасхе, наверное, тут яички. Какая упаковка, боже мой! Так, да, это, наверное, вот так. Я открыла немножко не в ту сторону. Какая прелесть, темная яичко и белая. Я даже не видела этих свечей у Тани. Возможно, это у нее новую, которую она еще даже не фотографировала. Не знаю, очень мило. Так, дальше идем. О, я догадываюсь, что это. Смотрите, какой блеск. Я еще подумала, как так, настолько глянцевое покрытие у свечи. А Таня объяснила, что это специальный свечной лак, который тоже продлевает время горения свечи. В общем, столько нюансов, столько ручной работы. Ну вы только посмотрите. Я не знаю, мне даже жалко будет такое жечь, но мы будем жечь это обязательно. Ведь оно для этого и создано. Как же много Таня мне разного положила. Мы договорились на парочку свечей, а тут так много. О, да, и самое-самое. Так, я надеюсь, тут не будет сильно шуршать. Вы посмотрите, это самая весенняя свечка. Букет тюльпанчиков. Господи, я не знаю, если после вот этого вы не пойдете, не подпишетесь на Таню и не закажете такую свечку, я не знаю вообще. Какой детальный, красивый букетик. Здесь, по-моему, такой же еще розовенький. Так, давайте второй тоже откроем. Вот они, розовый. Смотрите, как красиво. Здесь чуть-чуть зеленый цвет перетек в тюльпанчике. Ой, это очень красиво. Такие вот пятнышки. Мне даже нравится. Я понимаю, что это, наверное, случайно попал цвет, но это добавляет вот какой-то уникальности свечки. Какая прелесть! Так, я сколько раз сказала прелесть? Милота. Подождите, да, вернемся к моему фирменному слову милота. А то что-то я забыла о нем совсем. Но вот это истинная милота, друзья. Я в полном восторге. Я вообще, как будто, не знаю, у меня день рождения полноценное, и мне уже дарят такие классные подарки. Так, друзья, ну вы все видели, да? Посмотрите на эту прелесть. Я, если честно, немножечко в шоке, насколько много классных свеч мне Таня положила, потому что мы договаривались о 3. Таня, огромное тебе спасибо за эту потрясающую прелесть. Это очень качественно, красиво, стильно и мило. А еще сегодня ко мне пришла посылка, точнее, как она пришла уже давно, лежит, ждет, пока я заберу из СДК. Посылочка новый адвент весенний, носочный. Угу. Так что я, наверное, сейчас поеду, заберу. Ну, распаковку, наверное, завтра уже устрою, потому что уже темнеет, тут уже все. У меня все планы по съемке, которые я хотела сейчас поснимать, уже все как бы кончились. Осталось время просто именно вязать. Цири, ты что, модель? Ты Венера Милосская? Посмотрите, так она. Какая грация. Ножку так эть.
Оп-оп. Ладно, теперь не трогаю. Друзья, доброе утречко. У меня сегодня 27 февраля. И последние дни у нас часто бывает по утрам солнышко, так здорово. А сегодня пасмурно. И я решила себе как-то поднять настроение. Плюс у нас сейчас идет масленичная неделя. Я вам с кухни вещаю в фартуке. Так что я решила сейчас просто сделать себе блинов на завтрак. Скажите, а как вы любите есть блины? Какие-то у вас есть особенности вообще? Любите ли вы? Ну, хотя, наверное, все любят блины. Может, какой-то секретный рецепт? У меня вот, слава богу, я не знаю откуда, ну, как-то сами по себе блины всегда получаются. Вот с этим нет проблем. Так, сейчас пока блин не сгорит, хочу поговорить. Вообще, когда-то я очень любила и увлекалась готовкой, особенно во времена, когда хочется блеснуть своими навыками кулинарными, хочется каких-то экспериментов, новые штуки пробовать. Ну, я думаю, каждый этот этап в жизни проходит, ну, то есть освоение чего-то нового, это интересно. Потом, конечно, наскучило. Когда вот ты живешь долгое время один, то как бы готовка вообще у меня, по крайней мере, сошла полностью на нет. Вообще ничего не готовлю практически. Ничего хорошего, конечно, нет. Я этим как бы не горжусь. Так, подождите, переверну, блин. Но у меня все еще остались, как я думаю, у всех людей какие-то коронные блюда, короночки. Но блины, конечно, я бы не назвала прям коронным блюдом, потому что, ну, обычные блины, просто они у меня получаются как-то и отлично, и живу с этим. Но есть у меня одно коронное блюдо — луковый пирог, от которого просто все мои знакомые родственники были в шоке вообще. Я угощал. Это как раз вот тот момент, когда я нашла какое-то вкусное, необычное блюдо, и мне хотелось выпендриваться им перед моими всеми знакомыми родственниками. И на самом деле даже люди, которые не любят лук, когда вот эти в детстве, которые вылавливали, знаете, из супа вот этот переваренный какие-то кусочки лука, и вообще луковый пирог, да, звучит как-то подозрительно. Но на самом деле это луково-сырный пирог. И там так классно вкусовые сочетания сливаются вместе, что, во-первых, этого лука даже и не чувствуется. Так вот эти люди, которые не любят лук, даже они говорили: вау, как это вкусно, как это необычно. И если бы ты не сказала, что там есть лук, я бы даже этого не понял. Потому что именно вот в этом рецепте там слоеное тесто, поджаренный лучок, сыр. Я думаю, сыр тут решает. Он перемешивается, и как будто это сырно-слоеный пирог. Все это сверху так аппетитно запекается с корочкой, посыпанной кунжутом. Просто слоеный пирог. Очень вкусный. Вот. Но если кому интересно, могу в телеграм-канале написать рецепт этого моего фирменного коронного блюда. Больше я, наверное, даже не могу ничего особо вспомнить. Но вот именно этот пирог я что-то вспомнила сейчас. Кстати, скажите еще, у нас такая блинная тема сегодня долгая. С чем вы любите есть блины? Я люблю больше всего с растопленным маслицем, с солью. Именно вот соленая растопленная маслица. Ну и, конечно, икра. Икра — это классика, вкусно. Ну вот со сладкими всякими штуками я прямо не люблю. Со сметаной тоже не люблю, с вареньем нет. Больше всего с маслицем солененьким. Ну и раз у нас тут такая масленица пошла, то давайте зажгем свечечку. Конечно, масленичную свечечку. Берем, значит, масленку, потому что в газетке, конечно, нельзя сжечь свечи. Я тут даже решила скатерку постелить. И давайте зажгем маслице. Тебе любопытно, что это за масло, да? Сиренька тоже блинов захотела. Но это просто какая-то красота неописуемая. Как уютно горит эта свечка. Последние дни я просто не отрываясь вяжу свои первые носочки из шопеля.
Так, в этот вечер я закончила один носочек и тут же начала второй. И да, как можно заметить, я окунулась в сериал «Секретный материал», по-моему, я об этом уже говорила, и смотрю уже 3-й сезон. Хочется вести новую рубрику «Каждое утро зажигать свечку». Вот эту маленькую свечечку мне дарила моя подружка, которая тоже начала увлекаться делать свечки. У меня какой-то свечной влог получится, наверное. Здесь, конечно, свечка горит гораздо быстрее. Прошло 6 минут. Но она, конечно, и поменьше, но все равно. Доброе утречко, друзья! У меня сегодня 28 февраля. И так как завтра уже 1 марта, наступит весна долгожданная, пришло время открыть посылочку от девчонок Trio Milo на сочный адвент-календарь, весенний в этот раз. Помните, я вам показывала новогодний адвент-календарь, так вот это те же самые девчонки, ссылочку оставлю, хотя этот весенний адвент уже весь распродан, но чтобы вы следили за новыми тематическими какими-то адвентами, потому что навряд ли девчонки на этом остановятся, потому что это, безумно увлекательно, мне кажется, это еще потрясающая идея на сочный адвент из пряжи ручного украшения. Так что давайте же наконец-то распакуем и посмотрим, какие там цвета. Значит, у меня эта посылочка лежит уже несколько дней. Я хочу сейчас заранее распаковать все, посмотреть пасмы, придумать сочетания, как я хочу вязать носочки. И уже завтра, 1 марта, торжественно начать вязать. Тут вот у меня цвет. Так, все очень надежно упаковано. Пупырочки. Итак, наш адвентик весенний. Так, основная нить в этот раз зеленый цвет, максимально весенний. Какие красивые тюльпанчики! Посмотрите. По традиции от девчонок, как и в прошлом адвент-календаре, были в прошлый раз новогодние маркеры прогресса, здесь тюльпанчики. Чудо. Все точно так же у нас, значит, конвертик с инструкцией. Открыточка такая. Flower Power от Trio Milo. Девчонки молодцы. Также инструкция, вроде такая же. И такая вот штучка, тряпочка, ловушка для цвета, чтобы носочки после того, как вы их отвязали, постирать на всякий случай, чтобы цвет, если что-то где-то полиняет, впитался в эту тряпочку. Все здорово. И здесь самое интересное. Цвета пасмы. Я сейчас открою все. Так, тут еще какая-то штучка лежит. Ой, какая прелесть! Смотрите. Подарочек еще стоперы в виде листиков. У меня такие уже были, кстати. Я всем девчонкам про них рассказывала. У меня очень многие спрашивали. Я давала ссылочку на Алиэкспресс. Какой красивый темный цвет. Они как бархатные. Но такой темный насыщенный цвет, как будто бархатные. Мило, очень мило. В прошлом новогоднем адвенте такого не было. Это сюрприз приятный. И что ж, давайте начнем с 1 номера. На самом деле я опять где-то просчиталась, и этот выпуск влога у меня выходит 4 марта. И чтобы не спойлерить девчонкам, кто этот адвент открывает по одной пасмочке в день, я остановлюсь на 4 цвете, ну а остальные уже покажу в следующем выпуске. О! Какой яркий цвет! Это же прям фиалка. Желанная сирень. Сирень, да. Весенняя сирень. Очень яркий цвет. Хотя я вообще не любитель фиолетовых оттенков. Но это такой необычный, интересный. Посмотрим. Я на самом деле в этот раз прямо хочу собирать цветовое решение носочков сама. Поэтому, возможно, какие-то цвета я вообще не буду включать. Сейчас мы это все посмотрим. 2 номер. О, вот это тоже красивее гораздо. Такой соблазнительный пион написано. То есть это тоже фиолетового оттенка, но он такой более нежный, какой-то сиреневый, с какими-то вкраплениями. Вот этот мне нравится очень. Обожаю какие-то вот такие вкрапления, крапушечки такие.
Нежно, очень нежно. Так, идем дальше. У меня тут все в таком мусоре, хаосе, так скажем. Дальше идем. Храбрый тюльпан. Смотрите, какие интересные оттенки тюльпановые. Тут как бы и розоватые, и красно-розоватый, зеленый с желтым. Так, следующий 4. Ну, просто цветочная корзинка получается, да? Кстати, 4. 4 мое счастливое число. О, да, это практически мой любимый цвет. Желтый. Ослепительный нарцисс. Желто-оранжеватый цвет. Это мой любимый. Вот этот мне нравится. Мне кажется, вот с этим очень хорошо. Вот это очень хорошо. Смотрите, как они красиво комбятся. Ну ладно, сейчас посмотрим, что у нас еще дальше. Я тут на днях ездила к родителям в гости в Бердск, и мама нашла мою книгу, которую она мне дарила еще, не знаю, в школе, про домоводство. Тут вообще все что угодно, про быт, про уборку, про готовку. И я тут вспомнила, на самом деле, я достаточно плотно изучала вообще всю эту книгу, хотя в те времена я не любила читать, но именно все, что связано с всяким разным творчеством, мне очень нравилось. Здесь прям огромный кусок про шитье, причем вообще все возможные техники, все, что можно только рассказать, здесь есть. Вот моделирование юбок, смотрите, какие прикольные некоторые вещи, прям вот как по-разному можно блузы моделировать. То есть из каких-то стандартных, ну, как строить стандартные выкройки, видимо, тоже там есть. В общем, такие классные еще картинки ретро. Я прям сейчас залипла. Ну, естественно, я забрала у мамы эту книжку, потому что, ну, во-первых, она моя, во-вторых, я вспомнила, и мне захотелось поизучать некоторые другие. Там вещи, которые дальше будут не про шитье, а про разные другие рукоделия. Смотрите, шубы. Это, кстати, мода была, по-моему, мех вместе с какими-то кожаными такими или замшевыми полосками. Здесь написано «куртка из меховых квадратов». Можно из разного меха, расшитый кожей, замшей, трикотажем, разъемная молния, застежка и горловина, манжеты и пояс, связанные на спицах резинкой. Это, представляете, такое изделие самому, мне кажется, сшить, это просто с ума сойти. Такие вот леопардовые, вообще, это как бомбер получается, да? Смотрите, какие модные. Все это возвращается. Вот, образ, ну шикарно, вообще просто потрясающе. Здесь вот лоскутная одеялка. Смотрите, какая красота. Ладно, давайте побыстрее. Тут еще раздел про кожу. Тут на самом деле много, можно долго показывать, рассказывать. Очень смешные плащи. Мне не очень такое нравится. Но это, в принципе, как из кусков кожи, какие разные штуки можно делать. И вот вязание пошло, значит, вязание. Все азы, как набирать петли. Ну, конечно, тут очень много текста. Благо, в современности нашей существует YouTube, где все это можно изучить. Но все, тем не менее, база какая-то вот здесь интересна. Вот сокращение, как делать на стандартных кофточках. Тут даже по талии сокращение. Я вообще в шоке. Вот здесь вывязывание, проймы. Получается, тоже какие-то убавки. Как горловинку. Кстати, вот именно то, с чем я столкнулась недавно, как вот делать убавки по плечевым скосам, по горловинке. В общем, да, тут какие-то база, азы даны. Не уверена, что я это прям буду сильно изучать, потому что все-таки по тексту, ну, в наших реалиях я по тексту плохо понимаю. Мне нужно на видео. Вот здесь даже шапочка, смотрите. Я не знала, что столько много замеров есть вообще у головы. Что? Мы как бы одну мерку снимаем, обхват, вот как от темечка до лба, и вот как шапка сидит. Все, одна мерка. Тут со всех сторон обмеряют. Вот, рукавички, смотрите, варежки. Вот все нарисовано, какие там размеры, даже носки. Вот как взять носки гольфа. Все, схемы тут есть. Смотрите, какие прикольные свитерки. Вот это все вот в ретро-стиле, да, с большими плечами такими. Сам рукав такой, как фонарик немножко, не знаю, объемный достаточно. Такая вот мода была.
Детская жилеточка, опять же. А я вот недавно своему племяннику вязала жилетку. Ну, правда, крючком. Вот тут тоже. Вот, реглан. Реглан. Все, основа расчетов тут есть. Возможно, ну, я думаю, так просмотрю. Но все равно буду, если начинать что-то учиться вязать, то, скорее всего, по видео мастер-классу. Вот крючок пошел, пожалуйста. Вот здесь, кстати, интересные обозначение схемы. Мне кажется, сейчас чуть-чуть по-другому нарисуется. Во-первых, воздушная петля прям кругленьким кругляшком, кругленьким. А обычно сейчас в схемах такой сплюснутый воздушная петля обычно рисуется. Очень так миленько. И столбик без накида — это просто палочка, а столбик с накидом, ну, это по классике палочка с черточкой. Тоже такое необычное, так скажем, обозначение в схеме. Вот, ну что, тут дальше идет какая-то вышивка. Вот смотрите, различные линии, как можно вышивать. Тут что-то прям теория по запяливанию ткани, машинная вышивка, да, получается. В общем, тут много теорий. Вот мне интересно очень вот такие штучки. Я не помню, как называется, мне мама говорила. Это какой-то способ, когда из ткани вытягиваешь ниточки. Ну, допустим, вот из салфетки вытягиваешь ниточки, а потом остатки как-то еще всячески завязываешь, всячески подшиваешь, вышиваешь дополнительно. И из этого можно делать как кружево. Вот. У салфеток можно полностью всю салфетку. Тут вообще, смотрите, красота какая. В общем, куча всего интересного. Смотрите, какие классные ночнушки. И вот примеры вышивки. Тут уже вообще салфетки скатерти пошли. Ну и вот, собственно, рукоделие, по-моему, на этом закончилось. О, тут гладь. Бельевая гладь, все верно. Крестик, пожалуйста, вот здесь. Трафаретики какие-то даже есть. Дальше у нас идет уже бытовой, домашний мастер. Тут на самом деле реально все есть по домоводству. Ну, я уже, как сказала, про готовку, дом в чистоте, какие-то лайфхаки, не знаю. Вот, смотрите. Картинки, конечно, ретро потрясающие. В общем, прикольно книжица, знаете. Вот, даже уход за детьми, боже, ну это, да, здоровье, красота здоровья, упражнения, лекарства, тут тоже он все есть. В общем, прикольно такие вот артефакты находить у себя или в каких-то книжных лавках, где именно старые какие-то книги продаются. В общем, обратите внимание, есть в них какой-то свой шарм, и на самом деле даже очень интересная информация по каким-то необычным рукоделиям. Здесь вот, к сожалению, нету, но вообще я бы хотела, например, валяние попробовать, да, тоже макраме. Кстати, здесь где-то точно было макраме, мне прям мама показывала. Что-то я, видимо, сейчас не наткнулась. Макраме, ну, в общем, что только вообще нет. Бисероплетения. Еще пробовать и пробовать мне различные творчества. А еще по совету одной из моих зрительниц, вот этот проект «Ажурный джемпер» мой, который я столкнулась со сложностью. Мне моя зрительница посоветовала распечатать, прям нарисовать схему полностью всех рапортов. Вот здесь вот я разделила. На всякий случай 2 бумажки напечатала. Просто здесь очень мелко, плохо видно. Надо было чуть покрупнее как-то это сделать. И буду пробовать какие-то убавки, сокращения. Ну, это прям нужно садиться и вдумываться, но хотя бы есть точка опоры, от чего оттолкнуться. Мне это уже кажется каким-то чуть-чуть более реальным. Вот, но не сегодня, не сейчас, но однажды я это сделаю. Я, значит, вяжу уже несколько дней из шопеля, а сама молчу, как партизан. Я не знаю, были тут подсъемки или нет. Я за дня 3, по-моему, уже связала целый носок. И здесь, да, я вяжу узором резинка, пяточка снова от скуки. И это настолько быстро связалось, я вообще в шоке, я не знаю. И я для себя поняла еще одну главную фишку шопеля.
Понятно, что он красивый, интересный, необычный, вязать здорово. Сама ниточка очень приятная. Еще говорят девчонки, что в носке на эти носки тоже очень приятные. Но я для себя очевидный факт, но я его вот осознала, когда начала сразу же вот этот второй носок, как вчера вечером я закончила первый и начала второй. Потому что, знаете, вот этот момент, когда ты уже связал первый носок, то второй уже не так интересно начинать, потому что ну, он будет идентичный, уже запал как бы первый прошел интерес, а здесь второй носок абсолютно будет другим, и нету вот этого ощущения, что нужно связать второй носок точно такой же. Короче, это так увлекательно. Ну, все вот эти переходы. Это действительно цветотерапия, хотя некоторые, конечно, моменты мне меньше нравятся. Например, мне не очень нравится, когда сочетание двух сильно контрастных ниточек. Ну, то есть здесь весь шопель, да, состоит из ниточки, которая из двух ниточек состоит. Ну, видите, что все цвета из двух смешаны. И когда они близкие друг к другу, вот светленькие и светленькие, то получается такой яркий цветной переход. А когда темный и светлый, то вот такой вот крапушечный, как это назвать, меланжевый, сильный вот такой оттенок. Очень издалека он как бы смазывается, но вот это вот для меня это что-то, как это сказать, резкое мельтешение. Мне это не очень нравится, особенно вот этот момент. Тут идет розовый, потом снова розовый с контрастно зеленый, потом снова розовый. Это что за вот этот кусок? Вот этот, это зачем вообще? Я бы отрезала, ну, вот, типа, вот так. Вот так. Хотя тут снова зеленый идет, да? Ну, в общем, тут непредсказуемые абсолютно переходы. Вот здесь очень красивые. Вот здесь мне все очень нравится. Вот этот желтый. Ну, ладно, окей, желтый мой любимый цвет, поэтому мне очень нравятся эти переходы вот эти нежные. А вот эти вот это не очень нравится. Тем не менее, вязать упал очень увлекательно. Поэтому я тут же начала второй носок. Подробнее покажу, расскажу еще, когда свяжу все, когда уже заблокирую и на себе померю. Так что процесс идет очень быстро. Весенний шопель. Наверное, это будут самые быстрые носки, которые в жизни вообще я связала. Так, мы идем. И снова у нас с Егором выдалась зимняя прогулочка. Дело в том, что в Академгородке живет один мужчина, хобби которого вот уже около 10 лет каждую зиму строить башню из снега на берегу Обского моря. Так что пока не началось активное весеннее таяние снега, мы с Егором решили посетить это место. Блин, озвучка. Вот, короче, вот там снег, а за снегом еще немного снега. Повязать в живописных местах. Это по мне. Мне так медленно руки шевелятся. Доброе утречко, друзья! У меня сегодня 1 марта. Па-ба-бам! Поздравляю всех с началом весны. И хотя у нас сейчас за окном просто метель, пасмурно, тем не менее, радость моя все равно весенняя вполне. Так что сейчас, как я и планировала, в первый день весны я начну вязать весенние носочки из адвента от Trio Milo, девчонок. Мы вчера, значит, распаковочку с вами устроили. Я долго думала, компоновала все эти цвета. Здесь, наверное, были подсъемы, что я открыла сразу все. Я так не смогла придумать. Я даже взяла цветные карандаши, внимание, и начала рисовать эскизы цветовой вот раскладки носков.
Всю голову сломала, перепридумала себе миллион вариантов, и в итоге все-таки выбрала один. Я буду использовать не все цвета из адвента, чуть поменьше, но зато там прям такая концепция, мне очень нравится. И еще я хочу торжественно зажечь весеннюю свечку, которую я здесь вам тоже уже показывала, из тюльпанчиков. Так что давайте это сделаем. Значит, достаем. Здесь вот у меня уже маслице я несколько раз вожгла. И я думаю, именно с розовых, таких прям самых весенних розовых тюльпанчиков начнем. Я здесь уже подготовила свое блюдце, ведь оно все в воске. И давайте зажгем. Здесь, значит, свечка тюльпановая. Здесь искусственные мои тюльпанчики. Натуральных я еще что-то не купила. Здесь Цири на своем привычном месте ждет, пока я открою дверь на балкон. Думает, что там уже весна, но там еще все еще холодно. Ну, букет, конечно, интересно очень горит. Смотрите, как стекает красиво. Капельки. Как роса на цветах. Очень интересно, что дальше будет с этим букетиком. Я прям оторваться не могу. Смотрю, как он прогорает. Необычно. Ну, вы только посмотрите на вот этот водопад стекающих капелек. Такие замысловатые формы. Можно гадать на стекающем воске. Помните, друзья, я озвучивала вам свою идею календаря, и даже, по-моему, уже были подсъемы, я показывала, как я рисую первую свою картинку для календаря. Но я что-то не ожидала, что это будет настолько долго. Почему-то мне казалось, что я очень быстро все это буду рисовать, поэтому я уже в долгу, так скажем, по своему временному плану отрисовки этих картинок. Все-таки недостаток практики сказывается. Не то, что я разучилась рисовать, но просто я это сейчас делаю гораздо дольше, чем раньше, поэтому меня это немножечко демотивирует. В общем, я взяла себя в руки, потому что я все-таки хочу этот проект довести до конца. Мне очень интересна эта вообще идея календаря. Я решила это внедрить в ежедневную привычку. Ровно час в день засекаю, сажусь, рисую. Ну вот сколько успела, столько успела нарисовать. И мне кажется, это имеет эффект. Я всего лишь 2 дня так посидела принудительно, так скажем, по расписанию, и я почти закончила первую картинку. Поэтому я решила, что я, наверное, в конце каждой недели, выпуска влога, буду рассказывать по прогрессу картины календаря, чтобы, знаете, не нарезка было вот каждый день там по миллисекунде, как я рисую, а вот в итоге в конце. Надеюсь, на этой неделе я уже завершу свою первую картинку. Мне там совсем чуть-чуть осталось. Быть может, я вот прямо сейчас пойду рисовать и ее дорисую. Ну и нужно будет приступать уже следующие месяца рисовать. По факту это только январь, я только первый месяц нарисую. Ладно, погнали. Друзья, подключение в ночи, сейчас 3:30 утра, ночи, как это называется, я довязала свои носочки из шопеля.
Па-па-пам-пам. Фанфары сейчас. Несмотря на то, что 3:30, я пойду их быстренько постираю, надену на блокаторы и завтра уже буду вовсю хвастаться готовыми носочками. Ну и тогда уже подробнее и расскажу. В целом тут без каких-либо историй, без каких-либо ошибок я вязала. Ладно, все это расскажу завтра, чтобы красивенько было, а не сейчас вот в темноте под съем. У меня остался, надеюсь, вам не слышно, Цири орёт. У меня осталось еще целых 40 грамм от 100 граммов шопеля. И я думала, куда теперь вот это деть? Непонятно куда, не на один носок, оно еще и разноцветное. Это как вообще нужно в концепцию носка вписать? И как раз в Телеграме у Кати Not Free она тоже показывала носочки из шопеля, она довязала. И говорит, остаток пущу на Хеликс. И я вспомнила о том, что существует действительно такой вид вязания, как это, или вид носков, Хеликс, где комбинируется полосочками, как-то, в общем, там какой-то нейтральный один цвет и что-то там полосатое, цветное, необычное. Я давно уже хотела попробовать Хеликс вязать носочки, но я тогда еще боялась, что мне мастерства не хватит. Сейчас я уже, знаете, даже немножечко так чувствую уверенность. Мне кажется, я каждый раз после каждых носков говорю, что я уже чувствую уверенность, но именно с таким строением носка, с пяткой от скуки, я прям не знаю, я полюбила ее. Особенно, когда без перерыва, а у меня февраль вообще какой-то мега носочный получился месяц, когда без перерыва, практически без паузы вяжешь одну и ту же пятку, я ее вязала вот серьезно уже без подсказок. Хотя раньше всегда каждый новый этап, каждый элемент я каждый раз включала себе снова мастер-класс, а тут уже все. То есть я уже могу точно... Ну ладно, может быть, еще через несколько месяцев пройдет, и я забуду, как вязать пятку от скуки, если я буду какие-то другие пятки вязать или вообще не буду вязать носки. С одной стороны, мне нравится эта пятка, к ней у меня вообще никаких претензий, все прекрасно получается, прекрасно сидит на ноге. Но такой вот червячок гложет, что хочется же каких-то еще других строений пятки попробовать вязать. А с другой стороны, так не хочется снова что-то новое постигать. Цирь, ну тебя все слышат, тебе не стыдно? Это она просится на вечернюю прогулку в коридор. Она вот стояла под дверью, орала, а сейчас... И давайте сюда. Посмотрите на... Орёт и орёт. Жалуется. В общем, все. Я, собственно, все сказала, что хотела. Пойду стирать и сразу спать. Вот так вот я и пытаюсь. Лежу, фотаю носки. Ну и что же, зафиналим эту неделю моей готовой работой. Вы тут уже видели в подсъемах, когда я пошла стирать и блокировать свои готовые носочки из шопеля. Вот так они заблокировались, выровнялись. Все идеально. Наконец-то я могу про свои носочки, про оба носочка сказать, что они без ошибок, без единой марки, без каких-либо непонятностей. Единственное, что вот так, если сложить очень ровненько, мне такое ощущение, что один чуть покороче, либо у меня чуть-чуть плотность скакнула, либо я на блокатор вот этот носок чуть сильнее натянула вверх, чем второй носочек. Но по рядам, по петелькам все четко ровно, то есть нету каких-то расхождений. Я думаю, это не критично на самом деле. После второй стирки я уверена, что я просто вытяну. Ну хотя, возможно, блин, ребят, смотрите. Не знаю, видно тут нет. По-моему, вот эту резинку, самую первую, я на один рядок все-таки меньше провязала, вот этот, который короче. Ну, ладно, окей, одна ошибка есть. Один рядок, один носочек покороче. Но во всем остальном все у меня уже без каких-то помарок. Ну да, еще, кстати, нюанс. Повторю, что я здесь пробовала свой первый в жизни узор, если это можно так назвать, резинкой. Весь носок провязан резинкой 3×1. Здесь, когда я начала вывязывать пяточку, я просто прекратила резинку, начала обычную гладь и также по всей стопе до конца. Но я не рассчитывала каких-то прям
четких расчетов петель, где там середина, не середина, симметрия. Ну вот просто одна половина носка делится ровно на вот эти резинку, да, 3 на 1, и вторая, все ровно. То, что у меня вот здесь сокращение по пяточке не идеально идет по линии этой резинки. Вот здесь получается, смотрите, видите, идеально проходит, а здесь на одну смещена в бок. Я как бы тоже этого вообще не высчитывала, не рассчитывала. Даже и не знала этого нюанса. Но я думаю, что это только для каких-то супер перфекционистов имеет значение, да. Я об этом вообще подумала уже, когда начала блокировать, просто даже обратила внимание, думаю, ну, как бы и окей. Ну вот, тут видите, да? Не знаю, там, где дизайны с какими-то узорами, это рассчитывается как-то возможно, но я считаю это абсолютно не критичным в данных носках. Быть может, нужно было просто эту резинку раньше как-то останавливать, провязать несколько рядов глади, и потом только уже делать сокращение и пяточку, чтобы вот этот стык и вот это так сильно не бросалось в глаза, да, что у нас полосочки приходят не совсем идеально симметрично. Может быть, так было бы лучше сделать. Ну, я об этом не подумала. Просто вязала до конца резинку и сразу начала уже вывязывать пяточку. Кстати, да, я только впервые увидела у других девчонок пяточки от скуки гораздо проще вяжутся, то есть без вот этого элемента, вот такой элемент пяточки бумеранг. Здесь прибавки, здесь убавки. И девчонки вяжут вот этот элемент просто по прямой. То есть даже этого элемента, как бы вроде вот так получается, достаточно для того, чтобы пяточка была. Ну а вот такая, это вообще супер-пупер выпуклая, прям облегающая пяточка получается. Но мне так нравится, так научилась без проблем, и мне вполне устраивает. Пока не знаю, как в носке, но, конечно же, когда я примеряла эти носочки, они такие комфортные, такие пушистенько-шелковистые. Как это еще назвать? Я не знаток эпитетов пряжи все еще. Но одно могу сказать. Во-первых, они яркие, красивые. Вязать безумно интересно, безумно приятно. Ну, будем носить, конечно же. Все, вот такие вот весенние. Это просто как букетик цветов. Думаю, так же, как и новый весенний адвент цветочный от девчонок. Эти тоже можно считать как букет цветов. Я даже сейчас фотку делала, думаю, ее сделаю на заставку этого видео, где мои цветочки прямо на букете цветов висят. В общем, вот такая вот неделя, такой готовый проектик. Собственно, как бы и все. Давайте закругляться. Вот такой вот выпуск влога у меня на этой неделе получился. Подводя итог, можно ее назвать носочно-свечной. Столько много у меня было свеч и носков на этой неделе. Но зато одна готовая работа у меня имеется, и это уже неплохо. И так как мне пришлось просто кучу кусочков вырезать из этого влога про носочный адвент, чтобы не заспойлерить девчонкам, которые каждый день по одному сверточку открывают, а не как я все сразу, то следующий влог начнется именно с этого, потому что я там такое интересное цветовое решение придумала. Очень хочется скорее с вами поделиться, но пока это все в тайне. А для тех, кому надоел уже этот бесконечный носочный контент, честное слово, обещаю, на следующей неделе я возьмусь за другие свои проекты, плечевые, например, чтобы уже как-то разбавить это носочное безумие. Ну а я вас благодарю, что вы провели это время со мной. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, я все их читаю. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, чтобы узнавать все новости первыми. Ну а мы с вами будем прощаться. Увидимся с вами уже через неделю, во вторник, как всегда. Всем хорошего дня и пока-пока! Не знаю, хоть кто не досматривает до конца вообще мои ролики, когда уже вот эти рекламные. Вот здесь висят штуки, на которые я вот так в конце показываю.